Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. Я люблю мягкие ткани и облегающую одежду. Как сшить приталенный лонгслив из замши, учитывая, что эта ткань не слишком эластичная? Сейчас покажу. Берем выкройку для трикотажных изделий. Я возьму вариант с нагрудной выточкой. Перенесла свою выкройку на миллиметровку для последующего моделирования. Я хочу, чтобы мой лонгслив был приталенным, но оставить линию талии такой узкой я не могу, иначе я в такой свитер просто не влезу. Увеличиваем линию талии сантиметра на 2. Намечу и сейчас подкорректирую с помощью лекала. Определимся с длиной. На полочке я оставлю длину до бедер, а на спинке сделаю длину на 3 сантиметра больше и слегка закругленную. Вырез горловины. Хочу слегка углубить, сантиметров на 8, и расширить. Примерно вот на 3 сантиметра. Форму выреза горловины хочу что-то между V-образной и закругленной. Вот здесь должен быть угол 90, либо больше градусов. Я предпочитаю делать 90. Отмечаем на талии отрезок, равный ширине нашего пояса. Мой пояс равен 4 сантиметра, значит, от линии талии вверх и вниз я откладываю по 2 сантиметра. Осталось увеличить линию талии на спинке, также на пару сантиметров. И также отметим ширину пояса 4 сантиметра. Вырезаем. Останется только уравнять линию плеча. Уравниваем линию плеча. Так как у нас выкройка полочки и спинки направлена в одну сторону, одну из них стоит перевернуть. Прикладываем выкройку друг к другу, ориентируясь по пройме. Следите, чтобы линия горловины шла плавно. Чуть-чуть ее тоже углубим. Также хочу сейчас убедиться, что линия низа по спинке будет плавно переходить на линию низа полочки. Для этого прикладываем их таким образом. Вот здесь у нас будет проходить строчка. Да, достаточно плавно, но сделаю слегка таким образом. Линия низа по спинке как бы продолжает линию низа по полочке и затем плавно удлиняется. Наша выкройка готова. Расход ткани у нас равен двойной длине изделия. Так как изделия у нас немного разной длины, можно учитывать длину полочки и длину спинки. При выкраивании из замшевой ткани есть нюансы. Полочку и спинку прикладываем к сгибу ткани, так как эти детали у нас цельные. Учитывайте, что на замше важно выбрать, в каком направлении выкраивать. Я имею в виду не просто направление долевой. Замша имеет своеобразную текстуру, она в одну сторону сглаживается, в другую рыхлится. На изнанке это не всегда видно, но на лицевой стороне вы можете это проверить. Так что если вы положили полочку, например, в таком направлении, здесь вверх, здесь низ, то и спинку вам нужно положить в таком же направлении, здесь вверх, здесь низ.
но только приложите ее к сгибу ткани. То же самое касается и рукава. Вверх в том направлении, низ в этом. Так выглядит моя раскладка на ткани. Полочка цельная, спинка цельная, приложены к сгибу ткани, и два рукава. Припуски оставляю по 1 сантиметру. Не забывайте на ткани отмечать линию талии и ширину вашего пояса, и также центр рукава. Приступаю к вырезанию. Низ изделия я оставлю без обработки, поэтому здесь никаких припусков я не оставляла. Сразу выкроем и пояса. У меня они шириной в готовом виде 4 сантиметра, значит выкраивать нужно 10. То есть двойная длина плюс припуски на швы по сантиметру. Длиной они у меня один 56 сантиметров, второй 54. Можно сделать их одинаковые, но я предпочитаю так. Длина пояса зависит от объема талии и от того, насколько большой вы хотите завязывать бантик. Если вы не уверены насчет того, какая длина для вас будет оптимальна, сделайте длинные пояса, вплоть до метра даже. Затем при примерке укоротите его до нужной длины. То есть по ширине делаем двойную ширину плюс припуски на швы по сантиметру, а в длину необходимую длину плюс 2 сантиметра припуски. Пояса в данном случае не обязательно выкраивать по долевой. Я выкраиваю их по утку, чтобы не переводить ткань. Приступаю к вырезанию. На этом с моделированием и выкраиванием мы закончили. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, увидимся в следующих видео и будьте стильными!